Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 4 августа, пятница. И сегодня я хочу представить вашему вниманию чрезвычайно важную тему, которая основана на нескольких чрезвычайно важных материалах, которые появились в основном сегодня и в последние дни. И они позволят нам определить, вернее так, постараться заглянуть, что нас ждет, по крайней мере, до конца 2024 года, а скорее всего и дальше. Итак, без дальнейших проволочек приступим. Первый материал – это опрос, который по заказу компании CNN был проведен компанией SSRC, RS. Это опрос общественного мнения среди американцев о их отношении к помощи США Украине в войне с Россией. В целом, по всем американцам, невзирая на их политические ориентации, опрос показал, что большинство американцев выступают, как пишет CNN, против выделения Конгрессом США дополнительных средств на поддержку Украины в войне с Россией. Ну и дальше это мнение конкретизируется в конкретных цифрах применительно к различным социальным группам. Так всего американцев, невзирая на их политическую ориентацию, 55% опрошенных среди них считает, что Конгрессу не следует выделять дополнительные средства на поддержку Украины. 46% всего, невзирая на политическую принадлежность, считает, что Конгресс должен продолжить такое финансирование. При этом 51% считает, что США уже достаточно сделали. Все, можно остановиться. Можно и нужно остановиться. 48% считают, что нужно продолжать и делать еще больше. Я вам напомню, что в феврале 2022 года, я вам об этом рассказывал, был проведен аналогичный опрос, в ходе которого 62% американцев, невзирая на их политические симпатии и антипатии, проголосовали за помощь Соединенных Штатов Украине. То есть с февраля 2022 года по настоящее время падение составило 7%. Это много. А если мы посмотрим, как это, произошла разбивка тех, кто за и против в связи с их политической ориентацией, то там еще более тревожные показатели. Был задан вопрос, на какую помощь США, какую помощь, это среди тех, которые выступают за продолжение помощи, какую помощь США могли бы продолжать дальше оказывать. Так вот, говорят, что надо оказывать в области разведданных 63%, в военной подготовке, а вот в плане предоставления оружия 43%. Меньше всего, меньше половины. Дальше идет разбивка в зависимости от политических симпатий и антипатий. Демократы и республиканцы. Тут очень большая разница. Республиканцы в целом считают, что Конгресс не должен санкционировать выделение новой помощи. Так считает 71% республиканцев. То есть повторяю, что в целом республиканцы считают, что надо заканчивать помощь. 71% из них занимают эту позицию. Из них 59% считают, что США уже достаточно сделали и можно на этом успокоиться. Среди демократов картина другая. 62% выступает за выделение дополнительного финансирования. Чувствуете разницу? 71% республиканцев против нового финансирования, 62% демократов за. 61% демократов считает, что США сделали недостаточно и должны сделать больше. Интересная
разбивка идет по нюансам, так сказать, политической ориентации демократов и республиканцев. Среди них есть, и среди тех и других есть либералы, есть консерваторы, есть умеренные. Так вот, среди демократов наибольшие симпатии к Украине испытывают либеральные демократы. Либеральные господа. Но для меня тоже большое удивление вызвали эти цифры. 74% из них поддерживают дальнейшую помощь Украине. 74. Это самый высокий показатель. Вот эта страта либеральных демократов. Самые большие энтузиасты в плане оказания помощи Украине. А вот среди умеренных и консервативных демократов этот показатель падает до 51%. То есть 74 либеральные демократы, 51 консервативные демократы. Среди республиканцев 76% консерваторов, консервативных республиканцев, против оказания помощи Украине, а 61% умеренных и либеральных за. То есть интересная картина. Либералы, то ли республиканцы, то ли демократы, за оказание помощи Украине, консерваторы против. Независимые, коим я причисляю себя, я неоднократно говорил, что я не республиканец и не демократ, мне так по большому счету все равно, человеку, который прожил более 30 лет в Советском Союзе, то есть это внутренняя политика США, и все, что здесь происходит, это такая мелочь по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. То есть советский человек, который остается советским в душе, он переживет это все легко. Для меня главным, пожалуй, единственным критерием является позиция того или другого политика по внешнеполитическим вопросам. Прежде всего, его отношении к странам бывшего Советского Союза. И прежде всего отношение к Кремлю. Ну, а сейчас это понятно. Война в Украине. Так вот, значит, среди независимых 56 выступает за оказание помощи Украине, дальнейшее оказание помощи, 55 против. Дальше отмечается большой разрыв между различными партиями в вопросе о предоставлении оружия Украине. 61% демократов выступает за дальнейшие поставки, возможно, большие поставки оружия Украине. 61. Среди республиканцев таких 30%. То есть я вот вдумайтесь в эти цифры, потому что я давно говорил, что я наблюдаю какой-то миф в украиноязычном и русскоязычном информационном пространстве, когда выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас многие граждане Украины, видимо, под влиянием говорящих голов агентов кремлевско-трампистских, почему-то считают, что вот придут демократы, придут республиканцы, и помощь хлынет нескончаемым потоком, потому что они вот все за помощь Украины, в отличие от плохих демократов. Так вот вам сухие цифры, опрос общественного мнения. 61% демократов за продолжение поставки вооружений Украине, а среди республиканцев таких 30%. То есть колоссальная, в 2 раза разница. Ну и все мы знаем, что в Соединенных Штатах политики очень чутко относятся к настроениям своих избирателей. И это все так или иначе, рано или поздно отразится на позициях политиков, от которых зависит оказание этой помощи. Мы знаем, что среди республиканцев есть, в общем-то, 2 партии, я бы сказал. Одна – это протрампистская, которых мало, но они очень шумные. Есть другая партия, более многочисленная, это неорейганисты, которые в какой-то степени, пока, я бы сказал, разочарованно, скажу я вам, в незначительной, напоминают политику времен Рональда Рейгана, который выступает за продолжение помощи Украине из-за геополитических соображений, они это правильно понимают. Но вот насколько они продержатся на такой позиции в связи с изменением позиции их электората,
я не знаю. Я повторяю, что, как показывают вот эти цифры, которые я вам цитирую, падение происходит в плане, значит, отношения рядовых, так сказать, американцев в отношении их помощи Украине. Причем, что особо прискорбно, это падение происходит на фоне героизма, которое проявляет Украина, ее народ и вооруженные силы в борьбе с очевидным агрессором, с очевидным злом, я имею в виду Путиным, который творит это зло, по большому счету, совместно со своим куратором или сюзереном Си Цзиньпином, Китаем, который является, в свою очередь, считается главным стратегическим врагом Соединенных Штатов Америки. Поэтому я бы отнес вот это падение поддержки прежде всего недостатками или недоработкой в плане, если хотите, внешнеполитической пропаганды со стороны сторонников Украины. И прежде всего среди украинского правительства, потому что в условиях войны надо бы иметь министерство пропаганды, можно его назвать как угодно, министерство правды и так далее, которое должно заниматься вот этими делами. Нужно, я давно об этом говорил, как-то так утихомирить антиамериканскую и нынешнюю администрацию, антидемократическую, антибайденскую истерию в средствах массовой информации, потому что, так сказать, снизить тон язвительности высказываний, о которых я раньше говорил. То есть вот так вот ссориться то с одним, то с другим, с третьим, это все рано или поздно отражается фундаментально, так сказать, на уровне уже избирательном. Что касается Джо Байдена, я вам говорил, что его никто здесь так по большому счету не критикует в плане его политики в отношении Украины. Критикуют по небольшим конкретным вопросам, так как, например, побыстрее надо было танки отправить, пора бы атакамс отправить, надо бы побыстрее и, значит, отправить F-16. Я лично со всем этим согласен. Но это так, тактические, и это не сокрушительная, не принципиальная критика. Принципиально Джо Байден заслужил одобрение 45% американцев за его действия в отношении ситуации в Украине. Примерно 43% одобряют его действия в отношении США и России. То есть в целом считается, что он очень все это делает умело и правильно. Следующий важный опрос общественного мнения. По заказу журнала Newsweek компания Redfield and Wilton Strategies провели опрос общественного мнения по поводу их отношения американцев к вопросу о вступлении Украины в НАТО. И здесь тоже произошло падение. Причем падение произошло буквально... последний опрос, о котором я вам сейчас расскажу, произошел 25-26 июля, а предыдущий произошел в апреле. Так вот, за это время среди американских избирателей на 7% снизилось сторонников принятия Украины в НАТО. Сейчас таких 55%, больше половины, но это на 7%, меньше, чем это было еще в апреле. В этой связи Курт Волкер, небезызвестный Курт Волкер, которого хорошо знают в Украине, который очень хорошо относится к Украине, друг страны, он усмотрел противоречие между приверженностью НАТО к вопросам безопасности, обеспечению безопасности в связи с растущей агрессивностью России. То есть все сейчас говорят, да, что надо укреплять восточный фланг НАТО, туда перебросить большее количество вооружений и так далее. Мы все это с вами обсуждали. То есть угроза очевидна. Они говорят все больше и больше. И мы говорили о том буквально в предыдущем интервью, в предыдущем видео я вам рассказывал, как в этой связи расширяются теоретические возможности принятия Украины в НАТО. Потому что если восточному флангу угрожает опасность в лице Мордора,
то Украина нужна НАТО, потому что это пока единственная страна, которая показала свою готовность, возможность, способность противостоять, причем серьезно, на поле боя, противостоять этому Мордору и сдерживать его. И вот Курт Волкер говорит, а как же так? С одной стороны, мы говорим о необходимости укрепления НАТО перед лицом угрозы, а с другой стороны, не берем туда Украину, которая может сыграть такую важную роль в этом деле. И этот вопрос нужно будет разрешить в обозримом будущем, говорит Волкер, поскольку НАТО не сможет выполнять свою миссию по обеспечению безопасности Европы без Украины. Я с этим полностью согласен. И, безусловно, очень правильная постановка вопроса. С чем мы вчера, вернее, не вчера, в предыдущем видео с вами единодушно, надеюсь, согласились. Очень важное интервью дал изданию The Hill бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон. А был он советником, как вы понимаете, помните, президента Трампа. Так вот, он рассказывал вообще, какова была внешняя политика Трампа. Он охарактеризовал ее как сумбурной. По его словам, у Трампа никогда не было целостной концепции, какой он вообще, в принципе, хочет проводить внешнюю политику. У него как ветер мая. С утра ветер дул в голове в одну сторону, к ланчу в другой, а вечером он то ли затухал, то ли, наоборот, буря там подымалась. И принимал он решения по политическим, внешнеполитическим вопросам не в зависимости от анализа ситуации, стратегических интересов Соединенных Штатов там, или союзников, а исходя из своих собственных каприз или интересов, своих личных эгоистических интересов. Кстати, вчера по телевидению выступал здесь генеральный прокурор Трампа Барр. То есть это тогда Трамп назначал на должности, как на такие вот, на столь важные людей, которые он считал своими карманными, так сказать. Трамп считал его на определенные поры своим карманным прокурором. Так вот, по словам Барра, Трамп – это тот человек, который чрезвычайно опасен для окружающих, даже сотрудников, даже помощников. И об этом Барр говорил в связи с теми проблемами с законом, которые в последнее время возникли у Трампа. То есть возникли у Трампа, но вместе с ним паровозиком туда же идут, выдвигаются против них обвинения и целому ряду других его бывших помощников, в частности, в связи с делом последним, обвинением в совершении уголовного преступления, которое он получил буквально на начале этой недели. Там то ли, по-моему, то ли 5, то ли 6 человек из ближайших сотрудников его идут по этому же делу. А уже сидит его бывший бухгалтер, который взял на себя все, что это он по собственной инициативе фальсифицировал налоговые декларации Трампа. И Барр говорил, что он совершенно безжалостный человек, он преследует только свои интересы, пользуется людьми, потом их бросает под колеса автобуса, или в жернова мельницы, которые их там перевалывают, и ему совершенно на них наплевать. То есть, как сказал Барр, в окружении Трампа лояльность – это улица с односторонним движением. То есть, это все очень перекликается с тем, что сказал Джон Болтон. Так вот, ближе подходя к внешней политике, Джон Болтон сказал, что если Трамп будет избран в 2024 году следующим президентом Соединенных Штатов, он распустит НАТО, вернее, он разгонит НАТО. Мы, как он сказал, мы наверняка выйдем из НАТО. Вот таким образом он решит вопрос НАТО. Ранее, месяцы назад, Джон Болтон, когда он писал мемуары, делился своими воспоминаниями, он говорил, что вопрос о выходе США из НАТО был фактически решен, когда Трамп был президентом. И планировалось, что он это сделает, объявит об этом во второй свой срок. Второй срок не случился, но вот сейчас, если он случится, то такая вот ситуация складывается. Поэтому, как видите, господа, вопрос о том, вступит ли Украина в НАТО вообще в обозримом будущем, в значительной степени зависит
от исхода президентских выборов 2024 года. И не только там вступит она или не вступит в ближайшие там 5 лет, а вообще вопрос возникает, а стоит ли вступать в НАТО в такой ситуации, потому что если Соединенные Штаты выходят из этого НАТО, ну тогда что-то надо делать кардинально. Европейским странам придется решать свои собственные вопросы самостоятельно. Кстати, о такой возможности мы с вами обсуждали тоже в предыдущем видео, но в той концепции речь шла о том, что Соединенные Штаты по-прежнему будут предоставлять Европе ядерный зонтик, по-прежнему будут давать новейшие свои вооружения, поставлять. По большому счету, они в конечном итоге будут принимать, если там случится нападение Мордора на Европу, они будут принимать участие в битвах с конвенциональным оружием, но все-таки большую, особенно на начальном этапе, большую ответственность за собственную безопасность должна играть Европа. За что, собственно говоря, давно выступал вот тот же самый Макрон, который говорил, мы должны быть более самостоятельны от Соединенных Штатов Америки, а большая самостоятельность, она подразумевает большую ответственность за себя. Нельзя быть в области безопасности, в важнейшем вопросе бытия государства. Нельзя быть чуть ли не на 100% зависимым от большого дяди, а во всем остальном быть совершенно независимым. Так, как говорится, кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Поэтому вот так вот вопрос стоит о возможности и целесообразности, вообще перспективах вступления Украины в НАТО в связи с вот этими заявлениями Болтона. Но есть и хорошая новость в этом плане. Тоже был проведен опрос общественного мнения пару дней назад, согласно которому около половины американцев заявили, что если суд присяжных признает Трампа виновным в совершении хотя бы одного из тех преступлений, в которых его же обвинили, более половины американцев, немножко больше, заявили, что они не будут голосовать за него на ближайших, выборах. Затем, если он попадет за решетку все-таки, 52% сказали, нет, 56% сказали, что мы никоим образом не будем голосовать за Трампа, если он попадет за решетку. Но 28% это самых таких упоротых, любвеобильных к Трампу заявили, что невзирая ни на что, они с ним до конца. То есть они проголосуют за президента, который будет сидеть за решеткой. Ну, слава богу, что, судя по крайней мере, 2 предыдущим выборам, это 20-го президентских, 21-го, трампизм, он как-то так издыхает потихонечку. Медленно, но неуклонно. Но вот если все это посмотреть, на всю эту картину, что мы получаем? Буквально недавно в штате Айова был проведен опрос общественного мнения, вернее, сторонников республиканской партии, кого они предпочитают. Там 2 лидера – Трамп и Десантис. Ну вот, у Трампа там более 50%, у Десантиса около 30%. То есть разрыв колоссальный. Но этот опрос был проведен до того, как против Трампа выдвинули вот эти последние страшные обвинения в совершении такого сурового, я бы сказал, тяжкого государственного преступления. С тех пор что-то, наверное, изменилось. И вот вам, разбор полетов. Что будет дальше? И это все привлекает большое внимание Кремля. Сегодня же вышла статья CNN, которая со ссылкой на представителей чиновничьих кругов, дипломатов, разведчиков, политиков, европейских политиков и дипломатов, анализируется вопрос о том, а как же Путин? И пришли они к выводу, что Путин будет продолжать свою войну, то есть ни на какие переговоры серьезные. Вернее как, на переговоры он может пойти в любой момент, как он говорит сейчас, на его условиях, или, по крайней мере, чтобы заморозить ситуацию. Но для окончательного регулирования он будет ждать исхода президентских выборов в США в 2024 году.
В этом у него поставлено на карту все. Эти выборы 2024 года для него будут более важные, чем выборы 2016 года. В 2016 году, да, он пытался решить какие-то там геополитические вопросы, причем крупные вопросы. Ну, вот вопрос о НАТО. Трамп бы развалил бы НАТО, но о таком подарке Путин и Си Цзиньпин не могли только мечтать. То есть войны не надо. Полезный идиот или агент, или пудель, как хотите вы назовите, он это все сделает. Если ему построят в центре Москвы ту самую гостиницу Трамп Тауэр, и то же самое сделают в Пекине, Шанхае и в нескольких других городах Китая. Но сейчас это вопрос, ну, во-первых, выживания для Путина, выживания его режима. То есть из совершенно критической, на грани полного краха, на краю провала ситуации Путин с Си Цзиньпином могут выйти неожиданно победителями, если Трамп выиграет эти выборы. И это ключевой вопрос сейчас, как утверждают источники CNN, для Путина, когда он рассматривает, какие шаги дальше предпринять в Украине. Это ключевой вопрос, и это знают и украинцы, наши европейские партнеры, как говорят источники CNN в Вашингтоне. Один из европейских дипломатов заявил, что попытка дотянуть войну в Украине до выборов в США является самым главным, самым основным планом Путина. Ну и отмечается, что предстоящие президентские выборы оказывают очень большое влияние на некоторую, как некоторые считали, поспешность, может быть, или желание как можно быстрее начать контрнаступление в Украине. И это давление, значит, это понимали и украинцы, как здесь пишется, это понимали европейцы, американцы, и все вот эти стороны, то есть европейцы, американцы и украинцы надеялись на и продолжают надеяться на существенные успехи этого контрнаступления. Потому что если его не будет, или оно будет недостаточно успешным, то тогда судьба, так сказать, развития ситуации, она полностью становится зависимой от исходов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. А там расклад такой, очень простой. Значит, для всех тех, кому дорога Украина, ну, как вы поняли, я вам прочитал сейчас вот эти все цифры, да, в двух опросах общественного мнения. То есть для всех тех, для кого дорога Украина, Трамп не должен выиграть. Иначе это будет катастрофа. Но даже не только для тех, кому дорога Украина, а вообще для тех, кто соображает что-то в геополитике. Потому что если выиграет Трамп, это будет крах западной цивилизации. То есть он на подушке, как вот раньше было принято, проигрывает какая-нибудь армия, да, битву под городом каким-то. Ну и победитель стоит, ждет, пока ему ключи на подушках, как Наполеон ждал ключи на подушках. А вот эти ключи от западного мира Трамп таким образом может вручить и Путину, и Си Цзиньпину. То есть это вопрос для всех, кто за Украину, и вопрос для тех, кто понимает вообще что-то в геополитической ситуации, которая нас всех ожидает. Надежды на о том, что там у него какой-то план есть, и вот он его осуществит, они разбиваются тем, что сказал Джон Болтон. Нету там в голове никакого плана, там полный сумбур. Все зависит от прихоти данный конкретный момент. Хорошая новость, повторяю, заключается в том, что шансы Трампа, вот как показал этот опрос, проведенный после того, как он был очередной раз обвинен в совершении уголовного преступления, они падают. Ну и на этом фоне достаточно поспешно, я бы сказал, ну не в плохом смысле слова. То есть тут времени терять уже некогда. Нужно действовать по всем направлениям достаточно быстро. В этот уикенд намечается
в Саудовской Аравии конференция в соответствии с Украиной. Организовывают, главную роль в организации сыграли Соединенные Штаты Америки. Предыдущая конференция, как вы помните, вот по этому же вопросу аналогичная, была в Дании. Там собрались 15 стран. Сейчас их будет около 40 стран. Самые важные страны, которые там будут, это Индия. Соединенные Штаты будут, ожидается, будут представлены Салливаном. Китая не будет. Россию даже не пригласили, но она-то будет пристально наблюдать. Идея заключается в том, чтобы, то есть, создать орудие давления на Москву. Давление со стороны так называемого глобального юга. Раньше его как-то вообще не обращали на него внимания, а сейчас в связи с бурным развитием экономики и, следовательно, бурным развитием политического влияния в ряде крупнейших государств так называемого третьего мира, как Бразилия, Индия, в какой-то степени Южная Африка, они теперь хотят иметь возможность играть более активную роль на международной арене, ну и теперь их мнение становится важным для всех. Впервые, между прочим, эту идею огласил Китай, который начал работать в том плане, чтобы параллельно с западным миром, который существует сейчас, создать другой мир, состоящий из вот этого глобального юга, который Китай и собрался оседлать, ну и в какой-то степени при участии путинской России. И вот эта идея состоит в том, чтобы подключить этот глобальный мир к поискам общих параметров урегулирования войны в Украине, имея в виду прежде всего интересы Украины. То есть, грубо говоря, эта конференция созывается с тем, чтобы Украина получила возможность напрямую, глядя в глаза представителям 50 государств, донести свой, как говорится, месседж. Вот в одном месте они все соберутся, так надо куда-то ехать, с кем-то, то с одним, с другим, а тут вот прямо на месте все это изложить. То есть Украина будет как бы водителем, который сидит за рулем этой машины. Предполагается, что эта конференция будет более важной, чем предыдущая в Копенгагене. Почему? Потому что она произойдет в Саудовской Аравии. И когда говорят Саудовской Аравии, имеют в виду прежде всего наследного принца, правящего, который будет, как говорят, править следующие 50 лет, МБС, Мухаммед бен Салман. Человек амбициозный. Его идея состоит в том, чтобы диверсифицировать экономику страны, используя громадные финансовые ресурсы, сделанные на нефти. Так вот, уйти от нефти. Он понимает, что эпоха нефти заканчивается. Этот принц думает о будущем. И вот он собирается полностью перестроить экономику страны, уйдя от акцента на добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов. И в этой новой экономике должна играть большую роль молодежь Саудовской Аравии. То есть это вот будущее ее государства. Кстати, эта молодежь пользуется, то есть он пользуется огромным влиянием, почтением молодых граждан Саудовской или подданных Саудовской Аравии. Вот вдумайтесь, да, принц, он уже родился не то что с серебряной, золотой ложкой, ему вся страна принадлежит. Все нефтяные ресурсы, мог бы отдыхать, да, купить пол-Монако, Мальдивы, там, туда-сюда, ну, как это вот, нувориши в бывшем Советском Союзе любят делать. Мог бы построить репрессивное государство, чтобы под шконкой держать все недовольство, там, создать там Росгвардию, территориальную оборону, ну, быть настоящим таким диктатором, коррумпированным, да. Он думает о будущем государстве. Он думает, как вот у него есть план будущего. Он не живет сегодняшним днем путем воровства национального богатства там, и так далее. Молодец в этом плане принц. Хотя он, конечно, ну, вы помните эту историю, когда по его указу, это факт, это засвидетельствовано турецкими спецслужбами, потом ЦРУ,
когда одного из оппозиционных журналистов, который писал в Вашингтон-Пост, в саудовском консульстве в Турции убили, а потом тело его распилили, и таким образом в каком-то чемодане или где-то там они его выносили. Это, конечно, ужас, но вот так вот уживается великое и страшное, и чудовищное. Так вот, этот принц, имея такие амбициозные пожелания, он имеет и огромные возможности. И его огромные возможности состоят в том, что он может повышать цены на нефть и может их понижать. И Путин это знает. И вот сейчас он, в принципе, будучи до сих пор в хороших отношениях с Путиным, он имеет в виду, считается, что война, агрессия Путина против Украины никоим образом не в интересах Саудовской Аравии, потому что она дестабилизирует нефтяные рынки. Саудовской Аравии это не нужно. Ну и, кроме того, он хотел бы имеет мечту сделать Саудовскую Аравию одним из крупнейших геополитических центров в мире. И поэтому есть надежда, что вот благодаря этим факторам эта конференция будет иметь успех, скажем так, умеренно, будет иметь большое значение для продвижения идеи урегулирования войны в Украине с учетом, прежде всего, интересов этой страны. Вот, собственно говоря, что я вам хотел рассказать в данном видео, дорогие друзья. Ситуация, как видите, непростая. Но война – это тоже непростая ситуация. То есть все эти вопросы назрели как-то так вот, чуть ли не одномоментно. И всех эти вопросы нужно решать. Ну, я так анализирую ситуацию, которая складывается в мире, прихожу к выводу, что есть все основания для оптимизма. То есть Украина не окажется одна. Если уже Саудовская Аравия озаботилась этим вопросом, и суверенитет Украины и прекращение войны с учетом интересов Украины, в интересах даже Саудовской Аравии, то что уж говорить там о европейских союзниках, ну и будем надеяться на здоровые силы Соединенных Штатов Америки. Тенденция, повторяю, заключается в том, что трампизм затухает как окурок. Будем надеяться, что он затухнет вместе с окурком. Но предполагаю, что Путин бросит все вот на эти выборы, чтобы вырвать победу для Трампа. Мы увидим массу очень интересного. Будет брошен в ход самая засекреченная, самая глубоко законспирированная агентура Мордора, прежде всего в Соединенных Штатах Америки и по всему миру. Вот такой расклад сил, господа. Поэтому, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, друзья, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!